Приветствую, друзья! О моделях Performer, выпускаемых компанией Eiffel, слышал, наверное, каждый интересующийся меломан. Да, то были шикарные, но далеко не дешевые решения. Сегодня же я рад познакомить вас с их новинкой — гибридными трехдрайверными наушниками Explorer, которые с одной стороны доступны, а с другой дают то самое понимание серьезного взрослого звучания. Свою цену, друзья, это просто огонь. О них сегодня и говорим. Поехали! Коробка у модели, на мой вкус, довольно-таки скромная. В комплекте шла инструкция, круглый бокс из кожзаменителя и 2 набора силиконовых амбушюр, в том числе и неплохого качества. Кабель выглядит прилично, он толстый, витой, в меру гибкий и может идти на 3,5 или с балансным джеком 4,4 мм. Жаль, сопротивление у него высокое, все-таки целый Ом для столь короткого проводника – это перебор. С другой стороны, что мы хотим за такие деньги? Чашечки тоже неказисты, с компенсационным отверстием, направленным вперед, играющий на свету внешней частью и довольно длинным, но без бортика звуководом. Из интересного, внутри него можно рассмотреть сменный фильтр от компании Nose и 2 отверстия с подведенными к ним акустическими трубками. Развод на кроссовере здесь логичный. За бас отвечает 8-мм динамик, за середину и верха первый арматурный излучатель, ну и за ультравысокие частоты второй. Заметьте, все как у новеньких Queen of Audio Adonis. При этом сидят они плотно, амбушюры не слетают, да и по весу почти неощутимы. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1%, что ровно укладывается во все современные стандарты. Фаза более-менее, а водопады на 30 и 70 дБ вы можете рассмотреть самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 10 дБ с пологим таким переходом на середину, чуть менее выраженная область разборчивости, пик для имитации ушной раковины и ровненькая плата до 12 кГц включительно. Самый же край диапазона нам аккуратненько отвели на задний план. Как видите, это даже ровнее, чем у топовых Yangin Moonlight, насыщеннее, чем у знаменитых T-Audio Hype 4 и комфортнее Eiffel Performer 5. То есть настройка просто высочайшего уровня. По подаче подтверждаю, звучат Explorer и правда ровно, естественно и просто сверхэмоционально. В таких наушниках можно на студии работать, а не только слушать любимые треки. При этом, конечно же, у них есть свои компромиссы. Да, они очень комфортны, мелодичны и музыкально притягательны, но акустической массы или, если хотите, веса у тембра тут прямо-таки на грани. У более дорогих наушников звук, как правило, жирнее и куда масштабнее. Нам же усилили четкость, подняли разрешение, скорость и максимально разделили звучание каждого из инструментов. Бас тут слегка акцентирован, достаточно глубок и в меру текстурен. Серединка ровная, без провалов или выделения верхней части. По аналоговому смягченная, подробная и просто гениально состыкованная с низкими и высокими частотами, которые в свою очередь столь же сверхразборчивы и теплы.
То есть все ровненько, гармонично и очень выразительно. Без рези, грязи, сибилянтов, избытка воздуха или, например, той же самой агрессии. В таких наушниках можно слушать как рок с металлом, так и, скажем, оркестровую музыку со сложными джазовыми импровизациями. По источникам я бы избегал всего дешевого и маломощного. Модель и так хорошо заточена на драйв. Ей лучше добавить веса и той самой тембральной глубины. Ну и подключать их желательно только по балансу. В сравнении с 7 Гц 5 последние кажутся какими-то гулкими, с неестественными верхами и переизбытком низких частот. BQS Cloud еще больше нацелены на скорость и разрешение, но ровными на фоне героев обзора их точно не назвать. TRI i3 MK3 звучат куда богаче, но без той однородности, что я особо подчеркнул в звучании Explorer. Превзошли же их из моей коллекции только Sika LVX D41 от Meyer Audio и недавно вышедшие Yukimi от CVG и магазина Angel Ears. Там и высоких частот побольше, и сам звук пожирнее, и ценник, как вы, наверное, догадываетесь, повыше. То есть, реально зачетные у Apple получились наушники. Причем без бездумного натягивания АЧХ на излучатель, как мы уже не раз встречали у Zigat или Kefine, а с акустической согласованностью, грамотным сопряжением излучателей и оттенением всех наиболее спорных мест. Да, не случайно здесь притушили самый верх диапазона и, так сказать, добавили скорости. Думаю, за $100 лучше вы просто не найдете. По крайней мере, целая куча наушников, скопившихся за время моего отпуска, имеет еще более спорные места. Рекомендую их для работы, игр, прослушивания музыки и, например, лекций с аудиокнигами. В передаче голоса они просто, друзья, шедевр, да и мелодикой не обделены. Итогом наушники Explorer от компании Apple внешне далеко не самые эффектные. Кабель и амбушюры в комплекте такие себе. Однако по настройке и согласованности драйверов они, так сказать, на уровне топовых решений от наиболее солидных компаний. Звучит же модель предельно ровно, в тембральном смысле богато, с довольно неплохим разрешением, разделением у инструментов и, конечно, динамикой. Причем как в микро, так и в макро ее части. Сами же тембры здесь немного смягчены, слегка уходят в объем, с достаточной глубиной и прямо подчеркнутой мелодической составляющей. Уши в них почти не устают. Прекрасное позиционирование в играх, удобная посадка и явно профессиональная направленность. Это самые мониторные наушники в лучшем понимании этого слова. Ну и, конечно, стилистически они абсолютно универсальны. В общем, друзья, настоятельно их рекомендую. А у меня на этом все. Это была модель Apple Explorer. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!